Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Я сегодня взяла раскраску Каваи из серии «Волшебные миры». Раскраска мне, конечно, очень нравится, здесь милейшие иллюстрации и, что немаловажно, они односторонние. Я начинала раскраску с этой иллюстрации. И вот эту потом раскрасила. Ну, здесь у меня маркеры, аутлайнеры из Fix Price, сухая пастель, там еще гелевые ручки. Тут я еще раскрашивала акварелью, в том числе и перламутровой, и карандашами раскрашивала. Вот. Здесь где-то еще у меня... вот эта иллюстрация тоже раскрашена. Все получается ярко, красочно, и все-таки насколько приятно, когда ты ни в чем себя не ограничиваешь, раскрашиваешь чем хочешь. Ну вот я так полистала и решила раскрасить вот эту иллюстрацию. Я хочу взять акварель, которая в кюветках, но то, что в кюветках, я буду использовать на фон в чистом виде. Ну, а здесь, может быть, я еще использую детскую акварель в качестве, например, подложки, как вариант. Ну, а там посмотрим, будут, наверное, всякие какие-то украшалочки. Пока мне так понравилось раскрашивать, поэтому... Ладно, давайте приступим. Сейчас я пойду налью в свою вот эту совушку воды, достану краски. Воды налила. Значит, краски. Ну, пока, значит, взяла... вот эти, потому что в качестве подложки, ну, так они мне не нравятся, а в качестве подложки их неплохо использовать. Свои любимые луч взяла, если потребуется. Они потребуются, чтобы на кожу нанести. Вот, но пока я их отложу, наверное, в сторону, а может быть и нет. Ну и взяла вот этот свой пенал. Здесь уже вот буду использовать для фона. И плюс у меня еще несколько маленьких пеналов, потому что не все сюда влезло. Вот я сейчас думаю, с чего начать. Нет, наверное, все-таки я начну с того, что на саму русалку нанесу подложку, чтобы она, пока я буду делать фон, подложка уже хотя бы немного подсохнет. Вот. Поэтому сначала я именно вот кожу. Кожу я буду делать именно телесной. Хотя, может быть, это будет и неправильно. Но мне хочется именно так. Вот, наверное, все-таки первый раз я правильно небольшое количество набрала. Ну, я сейчас так разнесу. Ну, просто действительно так получается поярче, получше. Можно любые карандаши использовать. Не, ну я так буду делать далеко не всегда. Но вот в таких, наверное, раскрасках. В общем, пока мне эта тема нравится, надоест, буду снова просто карандашами раскрашивать. Просто захотелось попробовать и как-то, знаете, попривыкнуть к этому. Поэтому вот у меня несколько влогов подряд я делаю именно в
подобной технике, если так можно выразиться. Ну вот. Вот отличные краски. Гамма все-таки совершенно по-другому ложится, не так хорошо. Так, ну что, с кожей я закончила. Ну, на волосы я нанесу. У меня, я даже не знаю, русалка. Рыженькая будет, не рыженькая. Надо подумать. Да, наверное, рыжая, поэтому я сделаю подложку желтой, возьму краску уже отсюда, пусть расходуется. Ну, я в основном покупала когда-то гаммой, ну, потому что мне нравилось, как они выглядят. И типа здесь тоже перламутровые цвета, и их больше, чем в наборе луч. Но да, оказалось, что и перламутровые оттенки, они тоже какие-то никакущие. Поэтому я сейчас не рассматриваю гамму вообще к покупке, если речь не идет о красках в кюветке. Там да, там и цвета необычные, и они хорошо ложатся. Ой, а ух ты, я забыла раскрасить. Ну ладно, сейчас я уже докрашу волосы. Дальше я буду волосы раскрашивать так, как обычно крашу. Но просто у меня в основе все равно лежит желтый цвет, поэтому для начала желтым и раскрашу. Я думаю, что в этом месяце у меня будет вообще мало иллюстраций, но это вот, ну, может быть, 15, 18, вот так. Хотя время у меня будет много на раскрашивание, но я прям именно из-за поездки целенаправленно вот отсниму влоги из расчета через день. И все. Это вот сколько успею. Значит, это не меньше 15 иллюстраций будет. Ну, может быть, на парочку больше. И все. Отсниму раскрашенное за месяц и успокоюсь на этом. И буду снимать на сентябрь. В сентябре, возможно, ну, пока не решила. Возможно, будет та же тема. А вот в октябре может так получиться, что будет значительно больше работы. Есть такая вероятность. Так. Ну вот. Закрасим ей ухо. Что-то я много краски набрала. Теперь, кажется, мало. Теперь надо подумать, какого цвета вот это все будет.
Была у меня идея сделать что-то такое мятное, но я передумала. И, кстати, использую-ка я вот этот цвет розовый, но здесь будет все не розового цвета, не пугайтесь. Но подложку я сделаю именно такую, дабы использовать цвет, который обычно у меня мало где идет. Ну, потому что это не розовый, это, я считаю, какой-то такой... Ну, вернее, как, он розовый, но он больше неоновый, что ли. Вот, и мне это не нравится. Я такие оттенки не люблю. Здесь вот тоже будет розовый цвет, но я возьму совершенно другие краски, которые я люблю не меньше, чем вот эту палитру луч. Вообще, ну луч-то я в принципе люблю. У меня есть маленький набор акварели Fancy Мимимишки. Вот, и там, я надеюсь, розовый у меня там еще остался. Вот. И вот розовый я возьму именно оттуда. Надо будет вообще загуглить, где продаются эти краски, потому что, может быть, я их приобретала в фикс прайс когда-то, но в этом случае их там уже искать бесполезно. В Ашане я не видела их, поэтому надо будет поискать, где их вообще можно приобрести. Наверное, скорее всего, их можно приобрести на Wildberries или Озон. В общем, надо посмотреть. Потому что касается луча, у меня вот такой набор полный есть, плюс еще масса разных других вариантов. Я хорошо, знаете, закупилась в свое время. Как показывает практика, очень правильно сделала. Там, например, 12 или 18 цветов продавали по 20 рублей, например, в Ашане я набирала. Это прям повезло. И в принципе неплохая тут бумага. Ну, во всяком случае, конечно, нельзя сказать, что она какая-то очень хорошая, да, прям совсем, но и у меня нет повода как бы ругаться на нее. Вот нормально акварель разносится. Посмотрим, конечно, что будет с акварелькой в кюветках там. Но вот здесь вот вполне неплохо. Так, сейчас я достану, как и собиралась, Fancy. Вот такая вот у меня палитра. Посмотрите, какой нежный розовый оттенок. Я, конечно, не знаю, как тут камера будет передавать, но вот просто можете сравнить вот этот вот неоновый и посмотрите, какой нежный балетный цвет. Именно такой прям вот нежнятинка-нежнятинка. Я уже эти краски, я как бы прям берегу. Ну, берегу я, конечно, два вот этих оттенка, естественно. А эти-то, что их беречь? Хотя, опять же, вот здесь все цвета, они такие правильные, насыщенные. Я вот только этот не могу понять, он... Нет, это оранжевый. Ну вот красный, он такой прям тоже хороший, насыщенный цвет. В общем, я этот оттенок я прям очень берегу. Я помню, в котиках из серии «Творческий рай» я использовала как розовый, так и голубой цвет. Вообще краски хорошо здесь набираются, как и луч.
Но я просто как-то так, знаете, бережно отношусь, потому что, повторюсь, я не видела больше нигде их. В общем, пока я это закрашиваю вот так. Ох, как же мне этот оттенок нравится, какой он прекрасный. У меня, между прочим, нет в кюветках, например, такого цвета, но, наверное, можно взять тубу белую. Я просто даже не видела, по-моему, таких оттенков. Но можно... ну хотя в белила вот эти можно поискать. Но я думаю, что мне бы бросилось в глаза, если что, этот оттенок. А вообще можно, наверное, взять тубу белую, краску, те же белые ночи, и, например, красный цвет. И для себя смешать, кюветку купить. А у меня где-то лежат готовые кюветки, и маленькие, и большие. Вот, кстати, посмотрите, вот разница, да, между неоновым и таким нежным розовым цветом. И вот с голубым такая же тема, но голубой и вот здесь вот тоже в наборе хороший. Вот. Но вот с розовым почему-то беда. Так, ну что, пока вот это все будет сохнуть, я могу, наверное, сделать фон. Сейчас я вот эти краски уже уберу, так как они мне, наверное, сейчас не пригодятся. Открою вот эти и достану еще несколько пенальчиков маленьких. Хотя не знаю, может быть, мне и это хватит. Потому что я буду использовать немножко мятный цвет. Может быть, вот этот вот буду изумрудный использовать. Какой еще там? Наверное, вот этот может быть. Как-то я воду не очень-то умею раскрашивать. Так, и надо понять. Вот же, она сидит на чем-то, то есть это, наверное, какая-то скала, камень, да, ну, что-то подобное. Поэтому, ну, это можно, в общем-то, здесь. Ну, здесь можно просто акварелью раскрасить. Сейчас я, так, кстати, я что-то так смело крашу. С этой стороны все нормально, а то, знаете, так можно попасть, если там будут что-то раскрашено фломастерами или маркерами. Значит, ну, сначала смочу тогда на всякий случай. Я не всегда так делаю. Нанесу сначала этот оттенок. Такой нежненький. Ну, здесь можно было и карандашами, кстати. Например, теми же самыми дервентами. Но с другой стороны, дервенты пригодятся и лира, Рембрандт, они пригодятся в Средиземье. Плюс у меня не только Средиземье, а там как раз будет самое то. Потому что я, конечно, использую там иногда манделузы в каких-то местах. И, в принципе, даже белые ночи использую, вот серые оттенки. Но это не везде и в небольшом количестве. Ну, здесь, я так понимаю, тоже продолжение скалы или камня. Конечно, уже здесь так бумага чувствуется, промокает, и в отличие еще и от детской акварели, эта краска разносится посложнее. Ну, ничего не поделаешь, ладно. Так, и я думаю, вот это тоже.
можно закрасить серым цветом. Вот эту светлую надо купить еще будет. Ну, не, на самом деле сейчас покупать не буду, потому что это только кажется, что она вот заканчивается, а на деле ее еще, глядишь, на несколько лет хватит. Теперь вот этой краской. Ну, это я где-то вот тут вот потемнее. Я не знаю, посмотрим, может быть, я и еще где-то карандашей добавлю. Немножко. Может, и не буду. Ой, как у нас сейчас дома хорошо. Ну, прохладненько. Я еще все на сквозняк открыла. Вот. Вообще замечательно. А, у нас еще отключили горячую воду, поэтому даже в ванной и то так прохладненько. Можно дышать спокойно. Я сегодня хоть спала, накрывшись одеялом. Я все-таки очень люблю спать под одеялом. Мне это очень нравится. А летом это становится практически невозможным. Вот так, что-то у меня на кисточку попало. А, ну бумага скатывается, конечно. Может быть, даже стоит немножечко дать подсохнуть, чтоб не получилось до дыр. Вот. Не, все-таки такие большие пространства у меня, знаете, не хватает опыта, навыков раскрашивать чисто акварелью. Ну, если не считать, конечно, фона, то вот эти, может быть, где-то и будет еще доработка. Так, ну и вот эту мою любимую Vista Artista возьму и прям пройдусь вот так. Мне нравится. Так. Что-то я не туда добавила. Ладно. Пусть вот так будет. Ну, как уже есть. Тут нужно просто аккуратнее, чтобы оно так растекалось. Вот здесь вот. Ну, я так всегда делаю. И она, знаете, так растекается. И получается такой эффект какой-то пушистости. Очень интересная краска, именно вот эта. Ну, может быть, просто потому, что она такая яркая, так кажется. И, может быть, это кажется на не акварельной бумаге. Потому что, да, скатывается бумага. Не знаю, от чего это зависит, но это очень мне нравится такой эффект. Только вот не всегда она растекается. Тут еще важно, чтобы именно она, если не было грубых таких границ. Потому что вот здесь вот она растеклась как надо. А здесь получается не очень. Ладно, сейчас это все аккуратненько подправлю. Главное, дырок не наделать. Отлично. Так, и в чем прикол? В общем, сегодня решила, как видите, поакварелить. Немного.
Я вот пытаюсь, сколько я раз уже делаю подобные штуки, и все никак не могу понять, в результате чего краска растекается вот именно так, как мне надо. Причем мне всегда кажется, что нужно просто взять воду, а вот опять же не всегда. Ну, побольше на кисточку воды набрать. Ну вот так тоже же нет. Может быть, бумага предварительно, например, вот, не знаю, уже смочить. Ну вот да, скорее именно предварительно смочить. Я так заболталась, смотрю сейчас на время, уже пора будет завершать этот влог. Так что я благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. И до скорой встречи. Всем пока-пока.